Друзья, приветствую вас на канале Русторис. Меня зовут Андрей, и каждый день я помогаю вам изучать русский язык по коротким, но очень увлекательным рассказам. И сегодня рассказ про замечательного японского модельера Ханае Мори. Итак, поехали! Лучше всего творчество Ханае Мори описывается как женственность. И в ее случае это непривычные оборки, кружева, цветочки, а куда более тонкие и сложные вещи. Ханае родилась в провинции в 1926 году. Ее отец был хирургом, а мать – домохозяйкой. Так было принято средой тогдашнего японского среднего класса. Сначала Ханае вспоминала, что ее мать очень любила одеваться и даже выписывала себе платья по каталогам из Токио и Осаки. Однако модой Ханае Мори увлеклась серьезно уже после войны. Во время американской оккупации она видела, как одеваются жены американских военных и как шьют для них платья. Ее поразило принципиальное различие двух концепций. Японская одежда плоская, она двухмерна, а западная оказалась объемной, трехмерной. В 1947 году Ханае Мори заканчивает Токийский женский христианский университет, выходит замуж, идет в школу кройки и шитья. Она заканчивает школу в апреле 1951, открывает свое ателье в мае, а в июне у нее рождается первенец. Так начинается легенда Ханае Мори. Просто представьте себе, что вы выходите замуж, но при этом пишете дипломную работу, заканчиваете колледж, получаете еще одно образование, а затем сразу открываете собственный бизнес, а между делом рожаете ребенка. И все это почти одновременно. Нужно признать, в успехе Ханае огромную роль сыграл ее муж Кен Мори. Он стал опорой своей жене, занимался управлением финансами и вообще всей деловой стороной ее предприятия. Во многом именно благодаря его постоянной поддержке и таланту их семейное предприятие превратилось из маленького токийского ателье сначала в дорогой бутик, а потом в международный бренд. Для любого, кто в 50-е хочет серьезно заниматься модой, главный шаг – это покорение Парижа, центра мировой послевоенной моды. И Ханае Мори делает этот шаг, но совершенно особым образом. Она едет в Париж в качестве клиентки тамошних кутюрье. Ханае вспоминала, как приходила к Юберу де Живанши, Марку Буану в Диор, к Пьеру Кардену, к Коко Шанель. Она заказывала у них платья
и внимательно наблюдала, как они работают с тканью, как проводят примерки и как они создают образ своих клиентов. Такие наблюдения станут очень важным уроком для будущей западной карьеры Ханаэ Мори. Вскоре она покидает Париж и решает начать свое покорение Запада с другого конца света, с Америки. В 1965 году она устроит свой первый показ в Нью-Йорке. Ее вещи начнут продаваться в Нейман Маркус. Американский журнал Vogue впервые расскажет своим читателям о ее бабочках на платьях кимоно. В 1969 году она запустит парфюмерную линию Ханаэ Мори Fragrance, а в 1970 году откроет свой первый американский бутик в отеле Waldorf Astoria в Нью-Йорке. И только в 1977 году она, наконец, вернется в Париж и откроет свой собственный дом моды на авеню Монтенье. В своих коллекциях Ханаэ Мори использовала традиционный японский стиль. Японские шелковые кимоно, украшенные цветами и бабочками, произвели сенсацию, а сами бабочки стали символами ее бренда, появляясь везде, от платков до коробок с парфюмерией. Ханаэ Мори обладала превосходным чувством цвета, и у нее были утонченные сочетания, которые никто не мог повторить. С конца 70-х по начало 90-х годов она создавала лучшие шелковые платья на свете. Легкие, с минимальным декором. Ничего радикального, никакого авангарда, только очень мягкие, изящные, немного консервативные и очень красивые вещи. Даже сейчас от них невозможно отвести глаз. Ханаэ Мори умерла, дожив до почтенного возраста в 97 лет. Но ее фонд, поддерживающий молодых дизайнеров и ремесленников, и ее токийские бутики по-прежнему работают. Друзья, вот такой рассказ. Очень надеюсь, что он вам понравился. А у меня на этом все. Спасибо, что провели с нами этот урок. Огромной вам удачи и пока!